Здравствуйте, с вами Анастасия, на канале Еда на любой вкус. Начался сезон молодой капусты, и это отличный повод испечь пирожки-трубочки в духовке. Сделаем мягкое и вкусное тесто для пирожков способом, известным нам от наших бабушек. Конечно, приготовим начинку, которая будет отлично сочетаться с таким тестом. И давайте скорее начнем. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки, делиться рецептом с друзьями и оставляйте комментарии. Это лучшая благодарность для нас. Дрожжи 5 грамм заливаем теплой водой в количестве 40 мл. Добавим чайную ложку муки из общего количества и немного сахара. Оставим для старта брожения. 260 мл горячего молока выливаем в глубокую миску и размешиваем в нем до момента растаивания кусочек весом 30 грамм сливочного масла. Именно так и делали наши бабушки. Кто помнит, напишите. Молоко беру 4%. Если меньше жирности, то сливочного масла можно взять чуть больше. Добавляем к жидким ингредиентам сахар 30 грамм и соль 9 грамм. Также растворяем их, тем самым уже немного остужаем само молоко. Подсыпаем 80 граммов муки, немного заваривая ее. И на ощупь это уже должна быть теплая, не обжигающая среда, в которую можно выливать к этому времени активные дрожжи. Но внимание, если среда очень горячая, дайте ей слегка остыть. Хорошо дрожжи перемешиваем в тесте, добавляем еще муку, доводя тесто до мягкой и не липкой структуры. Если тесто раньше перестает прилипать, то остатки муки просто убирайте. В тесто добавить нужно столовую ложку растительного масла. Ведь если будет одно сливочное масло, то тесто будет намного плотнее после остывания, так как сливочному маслу свойственно застывать. Запомните, чем мягче тесто, тем пышнее и нежнее выпечка. Вот такое приятное, не липкое на ощупь тесто. Должно получиться и у вас. Оставляем тесто на час, смазав миски маслом. Ставим, конечно же, в тепло и даем подняться минимум в 2 раза. Для приготовления начинки нашинкуем 500 граммов свежей молодой капусты. Сразу ее солим, мнем руками, чтобы уменьшить объем. Далее выкладываем в разогретое масло. Масла много не нужно, так как капуста молодая, то долго ее обжаривать не нужно, лишь только слегка придавая вкус. Например, мне нравится, когда капуста чуть-чуть похрустывает, не мягкая. А у вас какое предпочтение? Небольшой пучок зеленого укропа измельчаем для придания аромата и свежести начинки. Помимо него, сразу на крупной терке измельчаем 3 вареных яйца. Перчим, перемешиваем. Начинку можно сейчас попробовать на вкус и добавить соль, если требуется. Ну а так это быстро, зелено, ароматно. Пусть начинка остывает до теплого состояния. С теплой, а не холодной начинкой тесто поднимается гораздо быстрее. Тесто готово к разделке спустя час. Совсем не липкое, приятное, мягкое. Скатываем толстый жгут, который поделим на 12 частей. По 65 граммов вышел кусочек. Округлив шарики заготовки, накрываем их на 15 минут для возвращения тесту эластичности. И уже можно лепить пирожки. Сделаем трубочки. Тесто раскатываем тонко. Немного муки в помощь при раскатке не помешает. На широкую часть распределяем у края начинку.
Подвернув края с двух сторон, сворачиваем свободно трубочкой. Не тяните тесто через силу. Оно может лопнуть, треснуть при выпечке. Еще как вариант можно укладывать начинку не у широкого края, а у узкого. Точно так же формуя пирожки, но оборотов теста будет больше, и соответственно самого теста в пирожке будет казаться больше. Это как вариант. Пирожки, конечно, будут не такие длинные, но тоже вкусные. И не нужно сильно склеивать сам шов. Тесто должно подниматься свободно. И ровно этим швом, чтобы пирожки не завалились на бок, укладываем вниз на противень. Слепим последний. Сразу смазываем все пирожки желтком с молоком. И не накрываем, даем постоять 15 минут, пока греется духовка. Таким образом, корочка у пирожка будет более насыщенной, плотной и румяной. Спустя 15 минут еще раз смазываем поверх остатками желтка с молоком. Делаем проколы обязательно сверху, чтобы воздух выходил при выпечке из пирожка и не рвались бока. По желанию посыпаем кунжутом или черным тмином. Многие путают тмин и черный кунжут. Вот как выглядит кунжут, белый, черный. А если сравнивать тмин, черный, и черный кунжут, то их зернышки значительно отличаются по форме. Заметили? Конечно, есть еще тмин, который мы все знаем, но он уже по вкусу с укропом схож. Я думаю, вы знаете. Выпекаем пирожки в разогретой духовке 17 минут. У меня духовка электрическая. Нагрев вверх, низ и конвекция. Температура 170 градусов. Если вы обладатель духовки газовой, то выставляем температуру 200 градусов и запекаем пирожки 20-25 минут. Также до румяного цвета. Благодаря некоторым хитростям ни один пирожок у нас не лопнул. Все румяные, целые. При этом пышные. И несмотря на то, что тесто тонкое. А красивые они или нет, решать вам. Напишите. Взгляните, насколько они мягкие, нежные. Невозможно устоять и не съесть парочку. Кстати, мягкость после остывания и на завтра. Пирожки не теряют. Готовьте с удовольствием, буду рада. Пока!